«Милый друг» – обращение, которое Петр Ильич Чайковский использовал в своей переписке с его заочной поклонницей и покровительницей Надеждой Филаретовной фон Мек. В переписке со своей благодетельницей очень много антисемитских выпадов, причем в этом они всегда находили общий язык. Существует трехтомник «Переписка Чайковского с фон Мек». Надежда Филаретовна – меценатствующая вдова российского железнодорожного магната Карла фон Мек. Много лет она оказывала массивную финансовую поддержку Чайковскому, с которым по взаимному соглашению никогда не встречалась. Переписка продолжалась все эти годы и составила 3 объемистых тома, вышедших в 1934 году в издательстве «Академия». По этому изданию и сохранением их орфографии и будут цитироваться отрывки из писем. Все, что приведено, цитаты из писем, которые написал Чайковский, и их дополняют цитаты из ответов фон Мек. Итак, например, в письме, датированном 1878 годом, Петр Ильич писал, что когда его поезд остановился на железнодорожной станции, он заметил, цитирую, «массу грязных жидов, отравивших атмосферу, что обычно с ними случается». Об украинском местечке, где он регулярно бывал и где написал многие свои знаменитые сочинения, композитор пишет следующее, цитирую. «К сожалению, Каменка, как местность, представляет очень мало прелестей. До леса очень далеко. Сад, хотя большой, но не живописный. Воздух отравлен близостью завода и в особенности жидовским местечком». Но если утонченный Чайковский так брезгует бытовым соприкосновением с евреями, то его патронесса возмущается проникновением евреев и в сферы высокого искусства. Вот как фон Мек пишет Чайковскому накануне его премьеры «Евгений Онегин». Цитирую. «Я очень с нетерпением жду этого представления, чтобы услышать вашу музыку. Дорогой мой друг, но эти исполнители меня шокируют. Какое сопоставление! Ленский и Зильберштейн со шкатулкой колец и серег под мышкой». О чем здесь речь? Дело в том, что первым исполнителем партии Ленского был Моисей Иакимович Зильберштейн, после крещения носивший имя Михаила Михайлова. В целом, критикам музыки Чайковского доставались от Надежды Филаретовны тоже самые нелицеприятные оценки, и обязательно здесь приписывалась связь с еврейством. Итак, цитирую. «Если бы я могла только подумать, что вас может огорчить мнение какого-нибудь Левинсона о вашей неспособности к опере. Он говорит это только для того, чтобы показаться ученым, а он просто дрянной жидок и больше ничего». В переписке «Милых друзей» очень много не только антисемитских, но и ксенофобских выпадов. Нелицеприятно отзываются они и о французах, и об итальянцах, и еще много о ком. Как рассказывала ранее, у Петра Ильича было свое гнездо, своя, можно сказать, ясная поляна. Это село Каменка. Но иногда оно его раздражало. Ответ мы находим в письме от 15 января 1883 года. Итак, цитирую. «Несмотря на всю мою привязанность к каменским родным, самая Каменка – это лишенное всякой прелести жидовское гнездо. Очень мне стало тошно и противно». Еще пример. Речь идет о мире между Россией и Турцией после войны 1877-78 годов. Жидок, по мнению фон Мек, на этот раз оказался граф Биконсфильд, премьер-министр Великобритании. Далее. Следующими словами Чайковский описывает вокзал для фон Мек. Каменка, 12 апреля 1878 года. Цитирую. «Масса грязных жидов, сопровождающие их всюду отвратительной атмосферой. Встреча громадного санитарного поезда, наполненного тифозными больными. Масса молоденьких солдат, ехавших в одном поезде с нами. Причем на каждой станции происходили сцены прощания их с матерями и женами. Все это
отравляла мне удовольствие видеть родную и страстно любимую страну мою. 29 июня 1878 года. Чайковский пишет фон Мэг, цитирую: «Я очень доволен, что не вижу, не слышу, не обоняю жидов». Видите, да? Какое, однако, у Петра Ильича тонкое обоняние. Представляете, он чувствовал сначала запах, а потом уже определял по этому запаху национальность. Представляете, какой талантливый человек. Ничего не скажешь. 21 февраля 1889 года. Чайковский пишет фон Мэг, цитирую: «Концерт этот устраивал известный концертный устроитель Герман Вольф. Когда-нибудь я расскажу вам, как этот еврей бесцеремонно эксплуатировал меня и в прошлом, и в этом году. Только еврей может так беззастенчиво злоупотреблять бесхарактерностью и наивностью людей вроде меня». В целом бытовой антисемитизм Чайковского проявлялся и в человеческих отношениях. Вот, например, как Чайковский жалуется фон Мэг на импресарио, главный порок которого, по его мнению, скрываемое еврейство. Итак, цитирую: «Ко мне приставал и как тень ходил за мной некий господин Дмитрий Фридрих, выдающий себя за русского, а в сущности какой-то еврейский проходимец, концертный агент, преследующий меня своими письмами». Но, кстати, есть и очень интересные высказывания на злобу дня, так сказать. То есть не все в этой многолетней переписке между ними так мрачно. Не все пропитано тупым патриотизмом, алчностью, любовью к деньгам, ксенофобией и ненавистью к евреям. Есть и такое. 16 апреля 1883 года. Чайковский пишет фон Мэг, цитирую: «То, что вы говорите о коммунизме, совершенно верно. Более бессмысленной утопии, чего-нибудь более несогласного с естественными свойствами человеческой натуры нельзя выдумать. И как, должно быть, скучна и невыносимо бесцветна будет жизнь, когда воцарится, если только воцарится, это имущественное равенство». Петр Ильич Чайковский в целом был о себе как о музыканте чрезвычайно высокого мнения. Я уже не раз рассказывала на канале о его ревнивом отношении к современникам, к деятелям литературы и искусства. Так Чайковский был убежден, что ему при жизни не добиться и 10-й доли успеха Антона Рубинштейна. Далее приведу цитаты, где он говорит о своей претензии к учителю, хорошо его знавшему, но не желавшему помочь ему, популяризировать его, протолкнуть его на Запад. Рубинштейн, по словам мнительного Чайковского, всегда был корректен к нему, но, мол, в глубине души Антон Григорьевич его презирал. Хотя известно, что Рубинштейн неоднократно дирижировал произведениями своего ученика и гордился его успехами. В свое время Рубинштейн даже рекомендовал Чайковского в качестве преподавателя Московской консерватории, то есть к своему брату. Но Чайковскому все было мало. Кстати сказать, основанные Рубинштейнами консерватории ни Московская, ни Петербургская не носят их имен. Почему? Что это? Это такая благодарность потомков? Или это просто цена их еврейского происхождения? Громадную роль в популяризации Чайковского в Европе сыграл Николай Рубинштейн, который на Всемирной Парижской выставке в 1878 году дирижировал произведениями Петра Ильича Чайковского. Что, как считают историки, было поворотным пунктом в мировом признании композитора. И чем ответил Чайковский? В одном из писем своему брату Петр Ильич, не стесняясь совершенно, оскорбляет Антона Рубинштейна. В этом письме мы можем прочитать следующее. Итак, цитирую: «Если можешь, то скажи Антону Рубинштейну: брат велел вам передать, что вы сукин сын. Господи,
Как я этого человека с некоторых пор ненавижу. Он никогда, никогда не относился ко мне иначе, как со снисходительной небрежностью. Никто не оскорблял так моего чувства собственного достоинства, моей справедливой гордости, извини, Толя, за самохвальство, гордости своими способностями, как этот петерговский домовладелец. А теперь еще он лезет со своими паршивыми операми, чтобы мешать мне. Неужели этому глупейшему и надутейшему из смертных мало его заграничной славы? Неужели ему недостаточно Берлина, Гамбурга, Вены и так далее, и так далее? Если бы не уголовное уложение и 15-й том, поехал бы в Петергоф и с удовольствием поджег бы его поганую дачу. Теперь я излил злобу, и стало легче. Безусловно, задача отделения творчества композитора от его личности всегда более знакома, наверное, все-таки поклонникам Вагнера, чем поклонникам Чайковского. Да, и антисемитизм Чайковского был всегда бытовым. Не поднимался он до каких-то идеологических высот, как у иных его современников. Но все же он был. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!